Don't expect anything of me. I am not a magic man. Ничего не ожидайте от него, он не маг. I'm just like you. Он всего лишь такой же, как вы. But we don't have a different kind of plans. What makes me very magic-like is I am carrying this. That's very daily in my country and where I'm from. То, что меня отличает от вас, это то, что я каждый день вот ношу вот такие штаны, и мы их используем каждый день в нашей стране. And if my people saw me, and they will say, "Oh, what a pity, poor man." Если они посмотрят на него в его стране, люди подумают, какой бедный человек. So, but this is the polar bear I caught, and this is the polar bear female I caught. They are helping me to help you. Это северный медведь, которого я поймала и который мне помогали очень. I'll call my ancestors first. Сначала я позову моих предков. When I will sing a song, we usually do before we begin everything. Сейчас он споет песню, которую они обычно используют перед тем, как начать. And these songs are very, very old. И эта песня очень-очень старая. They're probably so old, like my ancestors who has been walking here in the mountains, crossing the fields, has been singing these songs I'm singing. Она настолько древняя, насколько мои предки, которые еще шли здесь, в Гренландию, проходя эти горы. And this is the heart beating. И это биение сердца. And this has nothing to do with the song, which is universe. Это песня просто из Вселенной. And all the creation are dancing between this drum and the songs. И любая молитва — это танец между бубном и Вселенной. Hi, 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 hi,
I am not guru, I am not God, I am not. I'm just human being. Не гуру, никакой не бог, я такой же простой человек, как и вы. If you should bow for me, bow for other people, and show them respect. Если вы поклонитесь мне, то делайте то же самое перед другими людьми, проявите к ним уважение. So if you show me the same respect as you show the others with the same respect, then we are on the right way. Если вы проявляете должное уважение к другим, как и ко мне, тогда вы на правильном пути. I will sing a song. Before I go so far, I will tell you are free, people. Life is free. Перед тем, как я продолжу свое выступление песни, я хочу сказать всем, что все мы свободны, потому что жизнь дается нам как дар, как свободный дар, бесплатный. When I'm speaking, I never stop sometimes, and I bore people so that they have to. They always wait for to go. When I stop, they want to go, or they want to move, they want to drink coffee, tea, whatever. But you are free to do that anytime. It doesn't disturb me at all. И я хотел бы преддверить свое выступление словами о том, что некоторые ждут, пока я закончу песню, перед тем, как выйти куда-то там покурить, попить чаю, отдохнуть, вот, и чувствуют при этом какое-то неудобство, неловкость. Хочу всем сказать, что все мы свободны, вы можете входить, выходить, ну, не мешая особо другим по мере надобности. Это мне нисколько не мешает. I will sing a song which was sung by a man. His name was Mike. А сейчас я исполню песню, которую в свое время пел человек по имени Маяк. This song is old, very old. Это очень древняя песня. And we use it for when we are waiting for our ancestors to come to say hello to us. Not just my ancestors, but your ancestors, all the ancestors. И мы исполняем эту песню, когда хотим поприветствовать своих предков, не только моих предков, но и предков всех людей, включая ваших хранителей. It calls, I'm waiting for you, I'm waiting for you. И призыв звучит так, что мы ждем вас, мы здесь, мы призываем вас. And I see everything, you have everything. И я вижу, что мы счастливы и рады, потому что у нас есть все на этой земле. You never miss nothing at all. You see all, you hear all. Мы ничего не пропускаем, потому что мы видим все на земле, мы слышим все звуки.
I'm from a place where the nights are very long. Я родом из тех мест, где царствует долгая полярная зима, ночь. We have a night which is long as 4 months. Полярная ночь иногда длится около 4 месяцев. No sun when the sunset is in October. И нет солнца уже с октября. And rises up again in February. И солнце появляется вновь на горизонте только в феврале. Then the sun is just running above us for 4 months. The day is 4 months again. И затем наступает вот полярный день, белые ночи, солнце просто совершает традиционный круг по небу, никогда не садясь. This warm brings summer just like here, but not that warm. И приходит теплое лето, конечно, не столь теплое, как здесь, тем не менее, это очень хорошо, приятно. So this warm is extremely for me. Поэтому можете представить, насколько мне тут жарко. If you imagine, our summer is about 5 degrees. В среднем температура летом всего 5 градусов. When it is heat, ну, это вот для нас жара уже. Then it is 8. Тогда это уже 8 градусов. But the sun is always there and burning us. Но солнце-то все время ходит по небу, обжигает. So the sun is about 25 to 30 degrees when it is clear like this. Если ясный солнечный день, то температура может достигать и 25-30 градусов. But we have wind, small winds like this, which is very cold because our mountains are covered by the ice, inland ice. Но если все-таки дует какой-то ветер, небольшой бриз, то он достаточно холодный, потому что воздушные массы спускаются с гор, где лежит снег и ледники. So in the shadows there is only about 3, 4, 5 degrees. Поэтому в тени всего 3, 4, 5 градусов тепла. When the sun is burning us, we just
to go on the shadows and enjoy. Мы, когда даже припекает солнце, как раз вот прячемся в тени, чтобы немножко остудиться. And here you are not able to escape. А здесь никуда не скрыться от солнца. So what do we do? И что же приходится делать? That's our master, Nikolai, have taught us from the early beginning of this festival. Чему нас учил вот наш уважаемый мастер Николай даже с самого начала фестиваля. He was just like my master, the old man, who taught me there's no comfort in life in being a shaman. Как учил меня мой приемный отец, мой старик, он говорил, что не ищите комфортной жизни, если вы решили стать шаманом. You have to remember, when you walk among the people and telling the stories, Помните, что когда вы общаетесь с людьми, ходите между них и рассказываете истории, предания, сказания, and singing the songs, the old traditional songs from your ancient ancestors. исполняя традиционные песни, которые пели еще очень наши самые далекие предки. Many will not be grateful to you. They will kick you, they will spit on you, they will say bad things for you if you don't tell the stories correctly or beautifully as they expected. Люди иногда неблагодарны. Они могут злословить за спиной, плеваться, говорить, кидать тебе что-то даже в лицо, если ты поешь как-то песни не так, не исполняешь их столь красиво, как они себе представляют. And they will throw you out in the Arctic storm. Могут даже тебя выкинуть за это прямо в арктическую бурю, шторм. So it is about the training to become a shaman is very extremely. Поэтому путь становления шамана, обучение, он достаточно суровый и жесткий. So people who thought they were shamans and coming to nothing here and complaining, Поэтому те люди, которые себя заявляли шаманами, сюда приехали, смотрят, здесь ничего нет для комфортной жизни, и они начали сетовать, жаловаться. it was very funny for me. Я просто от души посмеялся. Then I understood. И затем я понял. So this was the lesson from our master Nikolai. That's how we become shamans. Поэтому, может быть, Николай, наш вот уважаемый мастер, преподнес нам очередной урок, как надо становиться истинным шаманом. Our ancestors are throwing us to the places, the unknown places, miserable places, pains. Наши предки нас вот кидают в такие места, где мы испытываем дискомфорт, какие-то вот тяжести, неудобства, боль даже. And immediate, what we do is adapting us. И как люди, что мы делаем в первую очередь? Мы пытаемся ко всему этому приспособиться, адаптироваться. So as I am the fire, I am the wind, then I have to adapt to the sun's fire. Если я огонь, я ветер, я должен приспособиться к жару пламени солнца. And asking my ancestor wind to cool me down a little bit sometimes. Иногда я прошу предков-хранителей, чтобы они мне послали некую прохладу. Suddenly, this become the part of my life. И в какой-то момент это становится частью моей жизни. And I don't have to hurry, I don't have to do nothing, I just feeling. Я уже не тороплюсь, мне не нужно ничего делать, я нахожусь в ипостаси, в волне чувств. So it was very funny to see people complaining around and doing whatever you didn't service us, or we expected more and whatever. Поэтому так было смешно наблюдать, как люди жаловались, что вот мы хотели, ожидали, что будет то, у нас не хватает этого и так далее. Inside me I was very happy and say, А в душе я радовался. bullshit. Я говорю, какое все это дерьмо, да, чепуха. So, because you cannot become a shaman just for a weekend for 18,000 kronas.
Поэтому вы должны понимать, что, скажем, пройдя какой-нибудь курс за выходные за 18 тысяч крон, нельзя стать шаманом. And you have a diploma which says course that day and day. Сертификат, диплом, что вот такой-то, такой-то Great shaman стал великим шаманом, for 18,000 kroner. заплатив 18 тысяч крон. Good. Отлично. This is also okay. Тоже нормально. If people want it, then Вообще-то. when it is like this, then it is like this. Если люди радуются даже таким вещам, ну пусть это будет иметь место. Do you want me to tell about how you become a shaman? Хотите, расскажу, как становятся шаманами? Okay. Хорошо. But I tell you, now I will tell you already. A man or a woman, a human being cannot become a shaman. Я вам скажу, что просто так мужчина или женщина, человек не сможет смертно стать шаманами. What a pity. Думаете, ой, как же это плохо, какая жалость. We cannot call ourselves shamans. Мы не можем назвать себя шаманами. I'm sorry. In my country, we cannot. Извините, но в моей стране это так не делается. The only shamans are our ancestors. Единственные исконные истинные шаманы — это наши предки. And the human being who is living and walking on this earth is a channel. А человеческие существа, которые живут ныне, ходят по этой земле, это лишь всего вот каналы, проводники такой энергии. I have seen people who are calling themselves shamans. Oh, they are so important. Я видел, как важничают многие люди, называя себя шаманами. Bow. О, преклоняйтесь передо мной. For me, bullshit. Для меня это опять же чепуха несусветная. Yes, I'm sorry. Извините. But you bow for your ancestors. Ну, преклоняйтесь перед своими предками, почитайте их. But you respect your channels. The people who has the channels to the ancestors. И имейте к себе уважение, почтение к людям, которые являются нынешними проводниками этой мудрости, энергии, знаний. Exactly as the same way you respect other people. Так же, как вы уважаете других людей. That's how you show that you are a human being just like the others. И этим самым вы показываете, что вы такие же простые люди, человеческие существа, как и другие. So a person who has the channels to his ancestors, to his shamans, we call him angakulik. Поэтому тех людей, которые устанавливают такой канал связи со своими предками, шаманами, мы их называем анаколик. Angakulik. You will hear this word many times. Angakulik. Анаколик, вы услышите это слово много раз. So don't mix it with a shaman. Поэтому не смешивайте это понятие с шаманом. Because this angakulik has no power. Потому что у анаколика нет никакой власти или силы. Even if they are claiming they have the power. Даже если они утверждают таковое. Many who is the channels, who is the training to become angakulik. И те, кто хочет установить такой канал связи, стать анаколик, they are in rush to get more power and power because they want to show they are powerful. They want to be respected. They want to be они набирают gods. Эту власть, хватает ее, эту энергию отовсюду, вот, потому что они хотят пользоваться этой властью. Then they lost the control. И ею хвалиться. А получается, что в какой-то момент они полностью теряют над собой контроль. Because these powers are just not for fun. Эти же силы существуют не для игры, чтобы для того, чтобы ими играться. They can make earthquakes. От этого происходит и землетрясения. Stop the winds, storms. Можно останавливать Cloud. и ветер, и штормы, и засуху. Whatever. Все что угодно. Just like looking at this person and split it up, just like a surgery. Я вот могу посмотреть на человека, и его тело можно рассечь, как вот скальпелем хирурга. And take the sickness out.
И можно вытянуть из человека болезнь. And collect it again with the songs alone. И можно лишь только исполняя песнями собрать человека воедино. As nothing will happen. Как будто с ним ничего и не произошло, не делалось. This happens only when you are dealing with your ancestors, with these powers. Это можно делать только если у вас есть канал связи со своими предками, с их силами. It's not because of the angakulik. It happened. А это происходит не в силу того, что вот просто существует сам Анакулик. But as he is connected to the anti-universe, and above universe, and center universe. Он связан с нижней вселенной, верхней вселенной, средним миром. His ancestors and descendants are helping him to do this work. Его предки и потомки помогают ему вовсю в исполнении его обязанностей работы. When this angakulik is, it can be a woman. Это может быть даже и man, женщина. It's the same. It's the same. There's no difference. Нет никакой I will tell you why later. Я позже поясню почему. Why was I saying this? Так, почему я это упомянул? Let's see. Сейчас я подумаю. This angakulik, I have to sing. Так, Анакулик, давайте лучше я попою пока. Because I lost my way. Потому что я вот немножко потерял. Something happened. Кто-то меня унес. This is a salmon drum. Это именно бубен шамана. This is universe. Это и есть вселенная. This is footstep. This is... Footstep. Это как след, да, как лапа. That you follow. А это за этим бубном мы исследуем, он показывает путь. I was saying by a woman salmon song. Я, однако, исполню песню, которую обычно поет шаманки. They were the strongest. Они как раз были самыми сильными шаманами. As the woman is life. Потому что в женщине заключается сама жизнь. They are making birth. Они же способны рожать. Raising up life. И поэтому они воспитывают, заботятся о жизни, заботятся о ней, поддерживают ее, питают. As the earth is feeding us. Так же, как и Матерь Земля кормит нас. We are the children мы являемся все ее детьми. Are we grateful? И мы должны быть благодарны ей за это. Not the humanity. Вот, может быть, не все человечество, но тем не менее. Just like our children sometimes, как they are not grateful to us. Дети, которые иногда не проявляют благодарность своим родителям, они хотят все больше и больше получить. And for us, the sun is the woman, the sister of the moon. Мы считаем, что Солнце — это женщина, она является сестрой Луны. Because it's giving us life. Потому что Солнце дает нам жизнь. And the moon is alingnak. А Луна — это алинга. It is ugly. Она страшна, уродливая. Just like a man. Прямо как мужчина.
There's a lot of place here. Здесь еще есть места, пожалуйста, можете проходить. To surround me. For me, there's no rules. Because life is coming to me from under and above and the side. У меня нет никаких правил, потому что жизнь проникает сквозь меня и сверху, и со всех сторон. Свободная. I am dealing with life. Потому что я как раз вот специалист по жизни. Я разбираюсь в вопросах жизни. You cannot stop life. Жизнь невозможно остановить. Because life has no beginning. У жизни нет ни начала, ни конца. Life has no end. And life is always here. Жизнь всегда с нами. Even if it's just like the wind. Как ветер. You can make circles all you can to stop the wind. It will get through. Даже если вы будете препятствовать порывам ветра, как-то их блокировать, все равно он вас обогнет. So even if you make walls, whatever, sometimes they will shake the house. Даже если вы установите какие-то преграды, стены дома, дом будет трястись. If life wants to cross the house or the building, then it does. Если все-таки жизнь хочет перевалить через дом или жилище, она это сделает. So life has no limitations. Поэтому в жизни нет каких-либо преград. Life has no rules. Никаких жестких правил. Only human beings who need control make rules. Только те люди, которые хотят контролировать и властвовать, устанавливают такие правила. When a human being has the control through religions, через религию, then they are able to control you all. Они хотят контролировать тем самым ваши умы. That's how they make Jesus to be a sect. Вот. И тем самым они вот привнесли Иисуса
he is our ancestor. Однако он тоже один из наших предков. He was a great shaman. Он был великим Person шаманом. with a great shamans. Вот, как и многие другие хорошие шаманы. Connected to the highest Он имел связь с высшими силами, and connected to the lowest. а также и с нижним миром. So there was no limit for him. Поэтому у него не было каких-либо ограничений. He was all life, Он любил всю жизнь. giving life to everybody, И он даровал жизнь многим, всем, whoever they are, whatever they are. кем бы они ни являлись. No importance. All was equal. Без разницы, все перед ним были равны. So to become a shaman, some is born to be shamans, or angakulik shak. Поэтому, чтобы стать шаманом, некоторые были уже прирожденными шаманами анакулик-шак. And the mother is making a birth to a child, and she's doing it alone. А если предсказали, что мать родит шамана, то она рожает ребенка изолированно, одна. She can have a skin, special skin, which was cut by the man of the house or one of the shamans, angakuliks, old people. Она использует при рождении шкуру, которую либо добыл зверь ее муж, кто-то из стариков или анакулик. It could be like this one, or it could be sealskin, it could be whatever skin. Это может быть шкура любого животного, нервы и так далее. That's only the ancestors who tells what kind of skin should be. Только предки подсказывают, какого рода должна быть шкура. Then she make the birth all alone. И она рожает в полном одиночестве. And it doesn't matter, this child should die or survive. И неважно, выживет ли такой ребенок или нет. If this child has the purpose to live on earth, to walk and tell the stories, or sing the songs, or to become an angakulik. Если у такого ребенка есть предназначение, миссия выжить, идти по земле, рассказывать и предания и сказания, быть, она так и будет. The child will survive Ребенок так или иначе выживет. its death and reborn. Это будет своего рода рождение и смерть. It happens like this, that this child falls from the mother because she's making birth like this. И происходит так, что вот ребенок просто как бы выпадает из женщины, она стоит в такой позе, Facing the east. головой на восток. When he falls, then no one is touching the child. No one at all. Когда ребенок появляется на свет, рождается, запрещено к нему кому-либо прикасаться. Only the skin. Он падает лишь всего на шкуру. The child is calling, and suddenly silent. Ребенок, конечно же, сначала кричит вовсю, и потом замолкает, тишина. Dead. Это как бы вот своего рода смерть. And mother is still waiting. А мать же ждет, выжидает. And long time death of child. And she begins to do what she have to do. Это может быть вот как бы период такой временной смерти ребенка, вот детеныш замирает, она занимается чем угодно, хозяйством, что-то делает. Emptying the shelter of the child and put it back to the shelter. It's the mother cake or whatever you call it. Yes. The born who is born to be an akulik, born with this. Yes. I got it. Yes. И она в первую очередь занимается тем, что проделывает ритуальные действия, вот прячет послед от ребенка, который остается, вот родовой мешок.
then the connection to the ancestors begins. И с этого начинается установление связи с предками. I am telling the story as it is, with no secret. Я рассказываю свои истории без утайки, без каких-либо секретов. Because it's this time now to understand how you become an alcoholic. Потому что настало время узнать, как становится анаколик. Because we are abusing the alcoholic name as a shaman. I am a shaman. Вот, потому что Respect me, I am a god. анаколик и шаманы иногда просто вот злоупотребляют этим названием и заявляют во всеуслышание, что они якобы являются очень сильными шаманами. Because it's time now that we clean our mind. Настало время очистить наши умы, прочистить наше сознание. Rejoin our force, number one, the heart. С тем, чтобы мы вновь обратились к наипервейшей силе нашей, это сердце. And the third, the spirit. И к третьей также силе нашему духу, душе. Because nowadays we are just living with the mind. К сожалению, в нынешнем, сегодняшнем мире мы зачастую только используем наш мозг, сознание. So many small details put into us that we are contaminated in our mind. Мы настолько перегружены мельчайшими деталями, что мозг просто засорен, перегружен. We are in the bottle that we cannot get out. Получается, что мы как бы в закупоренной бутылке наше сознание, из которой не выбраться. So we are doing, copying everything which is suitable for us, or we believe that it is so. Then we have to copy in trying to understand life. That is also okay. И поэтому, пытаясь понять, что такое жизнь, смысл жизни, мы пытаемся вовсю и со всех копировать, приспосабливаться. И такое подражание, может быть, тоже имеет место быть. Хорошо, что это есть. You are looking at one who is pretending to be an alcoholic. Может быть, вы даже сейчас смотрите на человека, который хочет представиться пред вами анаколик, притвориться таким. I am not shaman. Я же не шаман сам. I sometimes when there are people calling me, this is a shaman. Oh, that's so good. Люди меня называют шаманом, величают, и я вот наполняюсь гордыней, думаю, ой, как хорошо. But I know I am not. Но я знаю на самом деле, что я таковым не являюсь. I have seen shamans. Я видел настоящих шаманов. I recognize them by looking at them. Я сразу их узнаю с первого взгляда, только на них посмотрев, без слов. These alcoholic people, Этих вот людей ангаголик, they have more power than you never imagine. у них такие силы, о которых вы с трудом себе можете представить. As I said, these are the powers which can stop the earthquake, which can stop the storms. Они наделены такими силами, что могут останавливать землетрясения, штормы, любые природные катаклизмы и катастрофы. By the symbol ceremony, as sacrificing ceremony. И также путем исполнения различных обрядов и сакральных церемоний, как это было сделано и в это время. Look at these goats or sheep around us. Посмотрите на этих овц и козлов, которые пасутся рядом. They look so stupid to many people. Они выглядят такими тупыми существами для многих людей. Or for some people, so cute. Или наоборот, мы ими умиляемся. Or no one is noticing them because they are in their mind with a very important enlightenment.
Или никто их даже не замечает, love. потому что все мы чувствуем себя такими просвещенными, просветленными или преисполненными любви. Я излучаю саму любовь. Harmonized. Я чувствую везде гармонию. Я всех люблю вас. Ой. Bullshit. Опять чепуха несусветная. This is acting. Это актерство, придётство. And pretending to be a shaman is acting. Если кто-то изображает из себя шамана, это всего лишь вот актерская игра. It's not truth. Это не истина нисколько. This is money making. Это лишь то, чтобы зарабатывать деньги. And for some people who need to control, who wants to make a sect, they come with enlightenment love. This is extremely extremism. On the both sides, on the dark side and the light side. No between. Людей, они как раз идут якобы с таким знанием, светом и любовью. На самом деле они подразделяют мир на дихотомию, на противостояние темных и добрых сил. И они не видят срединного пути, не видят истины. They are real anakolic here around. Среди нас, да, действительно ходят настоящие анаколик. As my grandfather said to me, of my old people said to me, out of 20 who is in training to become anakolic. Как говаривали старики, старейшины племени и мой приемный старик-отец, из тех, кто проходит обучение, чтобы стать шаманом, из таких 20 людей, only one go all the way. Обычно в среднем только один человек проходит этот путь до конца. Sometimes, but very, very, very seldom, two. Ну, иногда очень редко, как исключение, могут быть два таких. Because you have to deal with the pain. Потому что нужно пройти столько много боли. Miserable life. Это какая-то вот унизительная жизнь даже. Chaos. Хаос. Just like you have seen when you came here. Вы здесь все это видели, когда мы сюда прибыли. And it is very, very painful. Это очень-очень все болезненно. And the people who are so enlightened, they are so afraid of this pain. No, be happy, be happy. Oh, no, 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 be happy. А те люди, которые якобы вот просветленные, они боятся даже такой боли и как бы убеждают себя и других. Мы, несмотря на все, должны быть счастливыми, радоваться. But pain is the part of life. Однако любая боль является частью неотъемлемой жизни. The light and the dark, they are life. И темные, и светлые жизни стороны – это и есть сама жизнь. Hate and love Ненависть и любовь is not separated. They are one. они не разделены, они являются едиными. Don't separate these. Не отделяйте такие вещи. Because this is life. Потому что это и есть сама жизнь. The pain is your ancestor. И воспринимайте любое болезненное испытание, боль, как вашего наставника, предка-хранителя. When you were praying, give me the strength. Когда вы молитесь, «О, надели меня силой», to believe, to do, чтобы поверить, and to receive. чтобы я мог или могла действовать и получать знания. Then suddenly you feel the pain. И вдруг вы почувствуете боль. That's your ancestor coming into you. Входит предок, вошел предок, to give you the strength, чтобы дать вам нужную силу, to understand. для того, чтобы понять, впитать в себя эти знания. You go through the sickness. Вам придется пройти через болезни и недомогания. You are crawling, crying, and вы begging and praying. Буквально плачете, умоляете. That's how you understand the pain.
Вот как можно пережить и понять боль. And suddenly you understand when it is over that you are stronger. И когда все это проходит, вы вдруг понимаете, что стали только сильнее. And you will find other people who are in the same situation and in need. И вы найдете таких же, которые оказались в такой же ситуации и испытывают какую-то нужду. And then suddenly you recognize this and able to help. И когда вы это осознаете, только тогда вы можете оказать какую-либо помощь. Tauna tuqqahuk adda toddeai. Adda toddeai tauna tuqqahuk.
Hi,